My name is Ed Heiken. We are speaking with Olga Mogiliver. Today is June 15th, 2024, and we're in Marietta, Georgia, United States. My name is Ed Heiken. Okay. My name is Ed Heiken. We are speaking with Olga Mogiliver. Today is June 15th, 2024, and we're in Marietta, Georgia, United States. Okay, great. Ольга, доброе утро. Доброе. Спасибо, что мы встречаемся еще раз. Начнем, может быть, с деталей вашего имени, ваше рождение, потом вашего во время Второй мировой войны и после этого тоже. Скажите, пожалуйста, ваше имя, отчество и фамилию. Моя девичья фамилия Берштейн. Так. А как ваше отчество? Рувиновна. Была и есть. Так. А ваша замужняя фамилия? Могиливер. Okay. Скажите, пожалуйста, где вы родились? Я родилась в городе Винница. Okay. Жили мы недалеко, в поселке таком небольшом, Стрижевка. Скажите, значит, вы вы родились в поселке или в Виннице в В самой? поселке не было роддома. Значит, меня перевезли в город. Ага. Я в городе родила сына. И когда было несколько дней после рождения, вы вернулись в Стрижевку. Окей. И какой у вас день рождения? Год и дата вашего рождения. Когда вы родились? 3 августа 1933 года. Okay. Значит, к началу Второй мировой войны вам было почти 8 лет, да? Война началась в июне. 41-го. А я родилась в 33-м. И что вы помните о том, что происходило до войны в вашей семье и в вашем городе, и потом, что происходило в начале? В семье девочка была. Была у нас свой дом, корова. Были у нас, в общем, сельская жизнь такая. Вот. Все, улица. У вас были братья и сестры? У меня появился брат родной, вы имеете в виду, в 1937 году. Да. И ваша семья так и жила в Стрижевке до начала войны? Или... До начала войны жили... Нет, мы пару лет до начала войны переехали в Винницу. Отец там нашел квартиру, точнее не квартиру, а он перевез дом своей мачехи и построил его там, в Виннице. И мы и она переехали сюда, туда, то есть. А чем занимался ваш отец? У него была работа, ремесло? Он работал в торговой системе. Okay. А ваша мать, она работала? Нет. Только была с детьми, с домом? Okay. И, значит, вы начали школу еще до войны или... Во время. Во время? Да. Okay. Тогда расскажите, что происходило в первые дни войны, потому что Винница же, в принципе, близко к Польше, к Германии, да, когда началась война. Ну, я тогда ничего такого не соображала, чтобы узнавать. Ну, переехали, это Стрижевка и Винница разделены были Южным Бугом. Okay. Мы переехали в Винницу через мост, ну и там жили. Отец приносил денежки,
чтобы купить еду. А мать и тетка были, и бабушка. Деда я не знала, потому что он рано умер. Мгм. Попал что-то там под машину или под коня. Скорее всего, под коня. Ну да. Вот, И вот вы говорите, бабушка, это была мать вашей матери, да. значит, по материнской части. Окей. Ам, ну, как бы начинается война, первые дни войны. Что или вы помните, или что вам рассказывали родственники К об этом? этому времени моя тетка вышла замуж за Донской Ефим, по-моему, его звали. Вот он работал в Виннице на, ну как сказать, который занимался железнодорожными станциями. Мгм. Обслуживание, ну что-то связанное с железной дорогой. Ну да, на железной дороге работал, так что мы сразу стали беспокоиться о том, как оттуда выехать. Ну, что я могла помнить? Меня это совершенно не интересовало. Вот. Потом мы все-таки стали собирать свои вещи, ящики, там еще что-то. И выехали, дом оставили беспризорным. Мгм. Но у нас там были друзья украинцы, и они через несколько дней после нашего отъезда перебрались тоже в нашу квартиру. И там жили. Я дружила с их мальчиком, он был такого же возраста, как и я. И на этом кончилось все. Мгм. Но когда война начала двигаться к концу, мы написали, я помню, как мне кажется, что родители написали туда. Отец был на фронте ранен, его повреждена была нога. Мгм. Вот, мама, значит, этот теткин муж был призван тоже в армию. Война продолжалась. И где-то, ну, ближе к Дню Победы Мгм. мы куда-то приезжали там тоже, не помню куда. Там была тетка моя родная как это, Чкалов. Мгм. Она жила возле Чкалова, ее муж был военный врач. Мгм. Все. Наша биография. Нет, ну, так расскажите, пожалуйста, значит, как вы добрались, вас эвакуировали, значит, ваш муж вашей тети работает на железной дороге. Да, и он нас эвакуировал. И как это произошло? Вы посадили, вы сели на поезд, как это происходило? Ну, да. Мы сели на платформу. Мгм. Вот, ну, отвезли нас со станции. Я мало что Ну, тут да. помню. Мгм. И посадили на эту платформу, там еще кто-то был. И сделали крышу, чтобы можно было сидя хотя бы там находиться под крышей. И отвезли нас на станцию в Виннице. Мгм. А потом мы перевезли нас. Я забыла, как называется это большой железнодорожный узел. Мгм. И там произошла бомбежка. Мгм. Вот это, видимо, они целились. Там стояло много поездов военных, Мгм. и они целились на военных. Начали бомбить. Мгм. Попадали они в поезда, которые везли беженцев. Мгм. Вот. Ну, мы быстренько... Там лесок был небольшой.
быстренько в этот лесок перебрались. И было очень много трупов. Тогда тяжелая была бомбежка. Я помню, я видела, шли солдаты, перевязанные везде и всюду. Те же могли ходить. Попали они в поезд, который вез военных и вооружение. А мы были рядышком. Вот и все. Ну и после этого как бы вы продолжали ехать Конечно. куда-то Да, в эвакуацию. Часто останавливались, когда, видимо, появлялся какой-то вражеский самолет. Тогда угроза была. Останавливался поезд, мы оттуда выбегали, потом через минуты несколько опять гудок. Отставали люди, отставали. Я помню, что я один раз вместе и дядя мой выскочили с платформы этой, спустились, обычно железные дороги были подняты на насыпи. А шли, значит, на эту насыпь спустились, и тут же раздался гудок. Обратно. Обратно меня дядя мой высадил наверх и на платформу. Это успел посадить, а сам не успел. Но сел он на следующий вагон. Ну вот, таким образом приехали еще на какую-то станцию. Ехали мы в течение месяца из Винницы до Чкалова. Чкалов. Окей. Тогда он назывался Чкалов. А сейчас, по-моему, называется Оренбург. Может быть, Оренбург, может быть такое? Город Оренбург – это Чкалов. Чкалов. В то время назывался Чкалов, теперь Оренбург. А так, и как бы ваша семья поселилась в Чкалове или под Чкаловом? Нет, как там происходило? Под Чкаловом. Нас высадили на поле возле вокзала. Там через какое-то время, не знаю, я не помню, мне кажется, машина приехала, и нас отвезли в какое-то село. И насильно посадили в квартиру человека, который нас не знал и не понимал, что это такое. В общем, одну комнату у них забрали. Обычный сельский домик. Был корова, свинья, там еще чего-то. Вот, и мы там прожили, я не помню сколько, не помню, в школу я еще не ходила. Или ходила. Напротив нашего этого домика был элеватор, и там все время ездили машины, одни женщины сидели за рулями. Вот. Потом пошел мороз, а морозы в Чкалове были, в Оренбурге были приличные. Я вот помню один случай, я там пошла в начальные классы, я шла в школу, навстречу мне ехала женщина на телеге в сторону элеватора и говорит, куда ты? Я говорю, школа. Она говорит, такая температура, 40 градусов, у вас занятий нет. Она меня посадила на эту телегу и привезла обратно. Все наши было события. Так холодно. Холодно было очень. Ну, как бы, вы знали, что ваша семья евреи, да? Ну, естественно. А какие отношения были к евреям или в Стрижевке, или в Виннице до войны? Вы знаете, как-то я на это дело не обращала внимания. И во время эвакуации, или когда вы уже приехали вот в это село под Чкаловом, был ли или антисемитизм, или там говорили что-нибудь, или как бы все
были, скажем, одинаковые? Или какие у вас или памяти, или что вы помните об этом? И если не помните, то, Мы там может быть, так и жили не было. просто, я же говорю, что нас тут в это село поселили насильно. Мгм. Через какое-то время у этой женщины рядом жила сестра или брат, я уже не помню что. И они сдали нам эту квартиру. Комнату. И там мы жили до того, как переехали дальше в Чкаловскую область. То есть, как его, я даже не знаю, имело ли имя это село, в которое нас поселили. Моего папы сестра Так. вместе с мужем жила там недалеко. И они, значит, нас перевезли отсюда. Там я в школу начала ходить. Там, я даже не помню, как это село называлось. И в то время ваш отец был с вами? Да, в армии. Вы его уже забрали. Значит, он приехал с вами в После Чкалов? ранения приехал к нам уже в другое село. Смотрите, а вот когда вот вы приехали в Чкалов в первый раз, он был с вами на поезде или он остался еще в Виннице? Он эвакуировался ли с вами? Не, он приехал с нами. И потом уже оттуда его взяли Да, в армию? оттуда Чкаловской области взяли в армию. И как долго он воевал до того, как Вот был этого ранен? я не знаю, как долго. Он медбратом был. Мгм. Он получил, как вам сказать, сигнал, что где-то на дороге или где-то в поле лежит раненый. Мгм. И он туда добрался, и там его ранило. Мгм. Вот. Значит, 7 в госпитале. Он был в России, где-то на Урале, нет, дальше Урала. Мгм. И он пробыл там 7 месяцев. Мгм. У него было тяжелое ранение позвоночника, еще что-то. Мгм. И после этого как бы он уже смог вернуться Его туда, и демобилизовали, он да. вернулся к вам. Вот он переехал в Чкаловскую область, к нам, в село. Там работал мельником. Мгм. Вот в этом элеваторе или Нет, мельником, ну, это другое место окей. было уже. А, ну, вам было тогда 8, 9, 10 лет. Ну, Вы да. помните, было ли достаточно еды или голодали ли ваша семья? Как было с пищей? Что-то родители старались нас чем-то накормить. А что мы ели, я не помню, что мы голодали. Мгм. Он работал на мельнице, так что оттуда он что-нибудь приносил. И потом уже, как бы, война уже шла к концу, и, наверное, вы услышали или узнали, что освободили Винницу, Да, Винницкую да, область. естественно, мы сразу стали собираться обратно. И и когда вы уже вернулись обратно, у вас была квартира, у вас были соседи. Что вы увидели, когда вы вернулись? Ничего, соседи уже были готовы перебраться в свою прежнюю довоенную квартиру. Окей. Значит, война закончилась в 1945 году. Да? Вам тогда было 12 лет, 12-13 лет. Вы еще учились, наверное, в школе, да, наверное, конечно. 7-й, 8-й класс, Да. что-нибудь так. И как бы вы вернулись обратно в школу. Да. Что происходило? Что стало с вашей жизнью, Сейчас когда как бы, скажу. война вот только закончилась? Значит, школа была разделена, женская и мужская. Окей. То есть я попала, естественно, в женскую школу, где учились дети все разных национальностей. Мгм.
Вот. Закончила там 7 классов. Мгм. Тогда была семилетка. И пошла учиться в городскую школу. Так. Тоже женская, но она буквально через какой-то короткий срок стала смешанной. Так. Все. Мгм. Закончила школу, пошла поступать в институт. Так. Ну, это закончили 10 лет школы, да? 10 классов. Да. Так. Как происходил процесс поступления в техникум или в институт? В институт. В институт Что вы хотели, что получилось? мне сказали так, я хотела в мединститут, Мгм. но не сунься туда, там евреев не берут. Мгм. Я пошла в пединститут, на физико-математический факультет, где конкурс был наименьший, потому что желающих почти не было. Поступила. Мгм. Нет, не поступила. Я сдала все предметы. Мне декан факультета сказал, что вы хорошо знаете все. И потом сказал мне, что я не прошла по конкурсу, которого не было. Мгм. Там недобор был. Ну, в общем, я начала искать, где недобор, кто объявил. Объявили недобор в Луцке, Западная Украина. Я туда поехала. Они меня приняли. Значит, чтобы я правильно понял, значит, сначала вы хотели пойти в медицинский институт, но мне сказали, что да, не принимаем евреев. Мне сказали, не сунься туда. Там. Окей. Потом вы подали в педагогический институт в Виннице, и вроде бы сказали, что все хорошо. Да, но не прошла по конкурсу. Ну, в смысле, это такое могло быть, или как бы не прошли, потому что вы были евреем? Еврейкой? Я думаю, что да. Еврейка. Да. И после этого вы уже начали искать место, которым нужны были люди, которые готовы Да, были да, взять. да, это был Луцк. Окей. Вот я туда поступила. Так. И там закончила первый курс. Так. После первого курса я опять пошла в Винницкий. Там на физмате не сильно много было желающих. Опять перевелась уже с одного института, из Луцкого, В другой, в Винницу. да, в Винницу. И вы жили со своей семьей, Да, ну, потому что в Виннице все были как бы в одном городе. Вы еще не были женаты в то время? нет. Окей. Так, и что происходило по окончанию института? Мгм. По окончании института моя тетка, которая работала уже в профсоюзе медработников, постаралась, чтобы меня куда-то близко определили, решили определить туда, где мы жили, Стрижевку. Окей. Ну, они... Там школа какая-то была маленькая. Они сказали, что они уже набрали людей, и что... Ну, в общем, мне дали направление в другую школу, тоже недалеко, потому что учителей физики и математики не так уж много было. Я туда поехала, но там не осталось, а каким-то образом, куда же я определилась? Где-то в Виннице, по-моему. Пединститут.
какую-то школу я пошла возле Винницы, Мгм. но там я пробыла, не знаю, даже ни одного года. Мгм. Перебралась работать. Уже забыла эти Наверное, в другую школу. переходы. Ну да, наверное, в другую школу или в другое Да. место. В общем, устроилась тем, что я улетела. И как долго вы работали учителем, преподавателем? Вообще, в общем, Ну, сначала, в общем, как, я не знаю, были этапы, возвращались вы или в институт, или как это было? нет, потом я вышла замуж и жила в семье мужа Окей. какое-то время. Ну, а потом началась Вторая война, по-моему. Вторая война. Что вы имеете в Это виду? первая, да. Первая, другая была. Да. А как вы познакомились со своим мужем? А на дне рождения моей подруги. Так. Это в Венеции было? Да, мы справляли ее день рождения, все друзья пришли, вот я с ним познакомилась. И ваша свадьба как бы была, вы женились в зале там свадьбы, не знаю, как Никаких свадеб не было, было очень туго, Ну да, потому что еще после войны. конечно, Мгм, с деньгами. мгм. Ну, наверное, ваши семьи там устроили ужин или что-нибудь. Ну, как устроили родственники, близкие, собрались в доме. Мгм, Мама приготовила стол, мгм. поели, узнать мою биографию. Хорошо. Значит, ну, как бы, значит, вы начали преподавать в школе, наверное, в году 50. 52-м, 51-м. Значит, нет. Преподавать в школе я начала в 55-м. Окей. Закончила институт и начала преподавать. И когда вы или ушли на пенсию, На пенсию? или уже или приехали в Америку, когда сколько? Не. Я там, я даже не помню, когда я определилась с пенсией. Мгм. Работала до последнего выезда. Мгм. Все. М. И в каком году ваша семья приехала в Америку? В каком году, ты не знаешь? Я вот, между прочим, каждый раз пытаюсь вспомнить, в каком году мы сюда приехали. Окей. Не помню. Без проблем, я могу спросить у вашей Да. дочери. Да. Значит, у вас есть брат, который родился 4 года после Да. вас. Как сложилась его жизнь после войны, во время войны? Потому что Он закончил строительный институт и работал по специальности ну-ка. строителем. И сейчас он в Америке, и он жив? В Америке Ну-ка. он был, как сказать, эта специальность называется. В общем, он в каком-то обществе работал. Сколько же ему? Ну, он был еще совсем молодой. А ваши родители умерли еще в Советском Союзе или уже в Америке? В Советском Союзе. Окей. Похоронены там. В Виннице? Да. Ну вот уже после окончания института, когда вы начали работать, вы чувствовали антисемитизм? Местами бывало и такое. В смысле поднятия по работе или там кто-нибудь что-нибудь кому-то сказал? Кто-нибудь кому-нибудь что-то сказал. В работе нет. Окей. А
Можете теперь рассказать чуть-чуть о вашей семье, о ваших детях, ваших внуков? Как бы как ваша жизнь сложилась? Нормально. Окей. Так у вас есть, ну, я знаю, что у вас есть одна дочь. У нас есть одна дочь и один сын. Так. А, И оба, и дочь, и сын в Америке. Его семья Да. у дочери, ну вы ее можете спросить, а у сына один сын, он с женой разошелся. А сыну уже вот будет 30 лет. Окей. Но тоже в Америке. Все, значит, они, Да. значит, ваши дети живут в Америке, и ваши внуки, внучки живут в Америке. Окей. Ну, вот как бы самая ваша ближняя часть семьи все-таки выжила войну, вернулись обратно. Да, А что касается вот там двоюродных братьев, и что произошло с ними? это же надо знать. То, что вы знаете, или то, что вы Ну, помните. сейчас я скажу. Кто-то один погиб. У моего отца была большая семья, и у него было 7 детей. Мгм. И погиб только один. Кто, не знаю. Окей. Ну, вроде бы я задал вам много вопросов о вашей жизни, о войне, а потом как бы вашей жизни после войны. Что-нибудь, или я вам не спросил, или хотите что-нибудь еще рассказать? Не знаю, все как принято, Мгм. поэтапно шло. Мгм. Мгм. Хорошо. Ам, Муж был во время войны, муж попал к немцам. Вот, потом он оттуда как-то выбрался. Пришел в советскую власть, его опять мобилизовали, он был в армии, на фронте. Мгм. Ну, теперь после войны он работал. Мгм. Он работал главным механиком какого-то производства. Закончил учебное заведение. И, в общем, все нормально. Хорошо. Он работал в системе, как это называется, МВД. Мгм. Мгм. Окей. Ну хорошо, тогда давайте я вас поблагодарю за то, что вы как бы рассказали свою историю. Сейчас Дэвид, наш видеограф, сделает паузу, и мы сделаем фотографии, ваших фотографий. Хорошо? То я ему сейчас скажу. Дэвид. Ольга, скажите, пожалуйста, кто вот на этой фотографии? Я Окей. А сколько вам лет не в знаю. это? В 1947 году 14 лет. So she's 14 years old in this picture, right after the war. Так. Скажите, пожалуйста, а кто в этой фотографии? Кто в этой фотографии? Студенты. А где вы в этой фотографии? Okay, that's Olga all the way on the right. Так. А кто на этой фотографии? Это? Это я, Так. А кто с вами? мама и папа. А сколько вам лет в этой фотографии? Сколько вы думаете? Не знаю, года 3, наверное. 4. That's Olga with her parents, and she's about 3 years old. Так, Ольга, а кто в этой фотографии?
Какой? Это? Вот, нет, которая здесь сейчас лежит. Это я. Так, а совсем ребенком, да? Да. Окей. Месяцев 7, наверное. Это ваше имя. That's her picture as a baby. Ольга, а кто на этой фотографии? На это? Нет, вот на той, которая На лежит. это, это мама, это моя родная тетя. Которая мамина эвакуировалась с сестра. вами. Которая была с вами в эвакуации, да? Да. И в каком году эта фотография сделана? Я не помню, вы знаете. В 73-м Написано 73 год. А кто в этих фотографиях? На каких? Вот здесь, которые лежат. Мой отец. Так. Во время войны и после войны. David, if you want to flip on the other side. So this is her father during the war and after the war. One picture was in 1942 and the other picture is 1949. Так, а кто на этой фотографии с гитарой? Я? Okay. И в каком году это было сфотографировано? Я не помню. Тут в 54-м. So that's her in 1954. 1957. Very nice. Playing guitar and singing. You want to sing us a song? Так, а кто здесь? Здесь я. Ага, Это мой муж. так. Вот он тут. That's 1964. Okay. А что это за фотография? Что это за фотография? Это урок. Вы преподаете слева, вот Да. здесь? И это ваш кабинет, где вы преподавали? Да, и вот мой кабинет. А в каком году это было сфотографировано? Вот написано в 83-м, 10 Б. So that's her classroom in 1983, Teaching physics. teaching physics. Oh, Это школа, новая школа была хорошая. That was a brand new school that was built.